В полном перемен и потрясений 20 столетии Голливуд переживал свой золотой век. Измученным кризисами и войнами людям как никогда нужна была возможность перенестись на время в чудесный мир кино, где добро всегда побеждает, и каждый из героев находит свое счастье. В центре многих сюжетов того времени она – обаятельная красавица с обезоруживающей улыбкой, гибким телом и нежным голосом. Зрители привыкли смотреть на актрис как на совершенных созданий, обласканных судьбой. Мало кто задумывался, какой колоссальный труд стоит за этой легкостью, сколько боли и личных драм спрятано за улыбкой. В те годы ценились универсальные артисты, не только преуспевающие в актерском мастерстве, но также умеющие петь и исполнять танцы разных жанров и направлений. Многие прекрасные актрисы той поры начинали свой путь как профессиональные танцовщицы. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Сегодня поговорим о судьбах 6 кинобалерин эпохи классического Голливуда. Важный момент. Одри Хепберн была одной из героинь другого моего видео, поэтому, чтобы не повторяться, здесь я ее историю не рассказываю. Ссылку на тот ролик можно найти в описании. Голливудская фам-фаталь Рита Хейворт родилась в семье танцовщиков в Нью-Йорке. Ее мать, американка англо-ирландского происхождения, танцевала в популярной серии театральных постановок «Безумство Зигфилда», а отец происходил из рода прославленных исполнителей испанского танца. Дед Риты, точнее Маргариты Кармен, Антонио Кансино, был известнейшим танцовщиком, владельцем школ в Мадриде и Севилье. Считается, что он стоит у истоков современного испанского танца, в котором классика смешалась с огнем цыганского фламенко. Также он активно популяризировал болеро. Первые уроки 3-летней Рите дал как раз дед. Также будущая звезда обучалась у своего дяди. Мы не знаем точно, как выглядели эти уроки, но можно предположить, что их основу составлял именно испанский танец. В 1927 году отец Маргариты Кармен перевез семью в Голливуд и открыл собственную студию. А в 1931 Эдуардо Кансино вместе с дочерью отправился в популярный у американских туристов регион Мексики, чтобы зарабатывать на своем шоу. В США это было бы невозможно, так как несовершеннолетней Рите не позволили бы танцевать в клубах и кабаре. Чтобы девочка выглядела старше и была больше похожа на испанку, отец заставил ее перекрасить волосы в черный цвет. К сожалению, Кансино использовал дочь не только для заработка. Десятилетия спустя актриса признается второму мужу в том, что отец регулярно насиловал ее. Когда на одном из шоу Риту заметили киноагенты и предложили контракт со студией Fox, это воспринималось как освобождение. Девушка начала получать маленькие роли экзотических танцовщиц, аргентинки, египтянки, она даже русскую сыграла, но только не американку, с которой могла бы соотносить себя основная аудитория фильмов. Через некоторое время Рита перешла в Columbia Pictures, и чтобы избавиться от ограничений в выборе ролей, вынуждена была кардинально изменить имидж. Во-первых, она взяла фамилию матери. Во-вторых, перекрасилась в рыжий. Также согласилась на манипуляции, чтобы визуально поднять линию лба и, по слухам, скорректировать нос. И вот в 1941 она сначала получает роль второго плана в «Клубничной блондинке», а потом играет вместе с легендарным Фредом Астером в мюзикле «Ты никогда не будешь богаче». И просыпается знаменитой. Их пару называют одним из лучших танцевальных дуэтов Голливуда. В 1944 году Рита появляется в «Девушке с обложки» с главным соперником Астера Джином Келли и становится суперзвездой. Астер и Келли – крупнейшие величины в кино того времени. Лишь 6 актрисам самобытным и талантливым удалось стать танцевальными партнершами обоих героев, и Рита вошла в число избранных. Глядя на эти кадры, невозможно поверить, что Рита начала осваивать балет, степ, бальный танец, только оказавшись в индустрии. Ее уникальное тело легко и быстро воспринимало новые стили, что позволило актрисе стать одной из лучших танцовщиц в истории кино. А вот петь она так и не научилась, потому что руководители Колумбия не посчитали нужным вкладываться в ее уроки, хотя Рита очень об этом просила. Во всех фильмах за нее поют другие актрисы. Рита фотографировалась для журналов, становилась лицом косметических компаний. А во время испытаний ядерной бомбы у Маршалловых островов эту самую бомбу украшал плакат с изображением Риты Хейворт. Таким вот специфическим образом солдаты выразили восхищение своей богине. Надо ли говорить, что Рита была в ужасе и всеми силами пыталась оправдаться, доказать свою непричастность к произошедшему. Вообще она была очень тихим и застенчивым человеком, совершенно не похожим на свой кинообраз.
С горечью актриса говорила, что люди влюбляются не в нее, а в Гильду, одну из самых известных и соблазнительных ее героинь. Рита была замужем 5 раз. Одним из ее супругов даже стал восточный принц Али Хан, ради которого актриса на несколько лет бросила кино и переехала во Францию. Но, увы, так и не смогла влиться в новую среду. От принца у Риты была дочь, принцесса Ясмин. Другую дочь она родила несколькими годами ранее в предыдущем браке. Травма детства, неумение экологично проживать сложные моменты привели к тому, что Рита стала злоупотреблять алкоголем. В какой-то момент младшая дочь была вынуждена взять Риту под опеку, настолько ухудшилось ее состояние. В 80-м году врачи наконец диагностировали у актрисы болезнь Альцгеймера, хотя симптомы проявлялись в 60-х. Рита Хейворт стала первой публичной персоной с таким диагнозом, и это значительно повлияло на дестигматизацию Альцгеймера. О болезни наконец начали говорить. Скончалась Рита в возрасте 68 лет. Ее фильмография насчитывает более 50 картин. Наша следующая героиня тоже родилась в танцевальной семье, но прожила долгую и гораздо более счастливую жизнь. Ее отец, Эрнест Белчер, был востребованным голливудским постановщиком танцев. Еще до рождения дочери Белчер открыл в Лос-Анджелесе собственную школу, которую посещало множество актеров разного калибра. Конечно, маленькая Мардж тоже начала ходить на отцовские уроки и скоро стала его ассистенткой. В те времена Белчеру было нечем платить учителям, а девочка была только рада помогать актерам разучивать движения и комбинации. В возрасте 11 лет Марджори дебютировала в балете «Карнавал в Венеции» на сцене знаменитой голливудской чаши концертного зала под открытым небом. Благодаря тому, что среди учениц Белчера были дочери Уолта Диснея Дайана и Шерон, 14-летняя Мардж попала на просмотр в мультипликационную студию, где в тот самый момент рождался первый в истории полнометражный мультфильм. Чтобы реалистично изобразить движение и мимику героини, художникам, работавшим над Белоснежкой, нужна была модель. Просмотрев более 200 кандидаток, дядя Уолт, как она его называла, выбрал обаятельную и пластичную Мардж. Работа растянулась на годы. 2-3 раза в месяц в течение нескольких лет девушка приходила в студию и бегала, пела, танцевала. Разыгрывала с партнерами эпизоды из сценария перед мультипликаторами. Каждый такой сеанс приносил модели $10. Позднее Мардж вспоминала, как гордилась этими первыми заработанными собственным трудом деньгами. После «Белоснежки» девушку также привлекли к работе над «Пиноккио». Она стала прототипом голубой феи, а потом и танцующего балет-бегемотика из «Фантазии». Какая-нибудь прима могла и скандал закатить, если бы ей предложили побыть бегемотом, но у Мардж всегда было отличное чувство юмора. Артистка признавалась, что мечтала стать балериной, но не обладала нужной фактурой, физикой. Другой мечтой было войти в число красавиц из Rockets. Про них у меня есть отдельное видео, посмотрите. Но таких миниатюрных девочек туда не брали. Мардж не отчаялась, ей, кажется, вообще не был свойственен пессимизм. Она решила связать жизнь с жанром музыкальной комедии, то есть остаться в Голливуде. Киномюзиклы подходили ее легкому характеру и давали возможность сделать то, что она любила больше всего на свете – много танцевать. Конечно, можно предположить, что Мардж использовала отцовские связи. Но вряд ли, глядя на отрывки с ее участием, кто-то усомнится в таланте актрисы. К сожалению, стать суперзвездой Мардж не удалось. Она всегда оставалась на вторых ролях, но играла с таким упоением и обаянием, что не могла не запомниться зрителю. Вместе со вторым мужем, Гауэром Чемпионом, по чьей фамилии Мардж прославилась, они появились во многих фильмах и даже стали ведущими собственного телевизионного шоу. В этом браке родилось 2 сыновей. Всего замужем Мардж была 3 раза. Ее первым супругом, кстати, стал аниматор Артур Бэббит, создавший персонажа Гуфи. Так что работа для дяди Уолта повлияла не только на карьеру, но и на личную жизнь Мардж. Уже в зрелом возрасте артистка смогла исполнить свою мечту и выступить на Бродвее. В Нью-Йорке она преподавала и ставила хореографию. В 1975 году Мардж стала обладательницей премии Эмми за хореографию к фильму «Королева бального зала». Мардж Чемпион прожила 101 год. Сколько же всего она успела за такую долгую и насыщенную жизнь. Но по иронии судьбы, когда Мардж умерла, они писали в первую очередь как о прообразе Белоснежки. Вера Элен Вестмайер-Роэ, известная миру как Вера Элен, родилась в Норвуде, Огайо, в 1921 году в семье потомков немецких иммигрантов. Отец девочки занимался продажей музыкальных инструментов.
Танцевать Вера начала в 10 лет, но причины в разных интервью приводились разные. По одной из версий у девочки было слабое здоровье, и, как полагали родители, танцы могли его укрепить. В другом интервью Вера Элен сказала, что родители начали опасаться, как бы она не стала книжным червем, и отвлечь ее решили танцами. Еще одна легенда гласит, что у девочки был очень маленький для ее возраста рост, и родители надеялись, что физическая активность заставит организм расти. Как бы там ни было, Вера Элен стала посещать уроки в студии Хеслера, где училась степу, балету, акробатике и бальным танцам. С Гарри Хеслером, владельцем студии, и его женой актриса сохраняла теплые отношения в течение многих лет. Можно сказать, что во многом благодаря Хеслерам и созданной ими насыщенной программе обучения Вера стала одной из лучших танцовщиц своего поколения. Девочка действительно выглядела не по годам маленькой. На этой фотографии, вы не поверите, ей 12 лет. И тут посмотрите, какая она крошка по сравнению с одноклассниками. В 16 лет рост девушки составлял всего 137 сантиметров при весе 35 килограммов. Удивительно, но когда в 20 лет Вера Элен впервые вышла замуж и выпорхнула из-под крыла матери, она выросла и поправилась. Во взрослые годы ее рост был около 162 сантиметров. К сожалению, мать девочки, Альма, интерпретировала ситуацию по-своему. Она сконцентрировалась не столько на том, что девочка маленькая, сколько на том, что она по-детски пухленькая. В 12 лет Альма впервые посадила дочь на диету. И этот опыт, увы, произвел неизгладимое впечатление на актрису и стал началом конца. А пока в 1939-м девушка успешно дебютировала на Бродвее. На одном из шоу ее заметил продюсер и пригласил в киномюзикл «Чудо-человек». Начав карьеру в 1945 году, Вера Элен стремительно поднималась на вершину. Вместе с Джином Келли она появилась в картинах «Песня в сердце» и «Увольнение в город». А с Фредом Астером она изумительно играла и танцевала в «Трех маленьких словах» и «Красавица Нью-Йорка». За 12 лет Вера Элен снялась в 14 фильмах, но в последнем «Светлом Рождестве» 1957 года с экранов на зрителей смотрел как будто совсем другой человек. Все шептались об анорексии, хотя никаких официальных врачебных заключений не было. Мы можем только предполагать, но фотографии и кадры из фильмов ярко свидетельствуют об огромных переменах в облике Веры Элен. Еще в 1948 году студия MGM предложила актрисе заманчивый контракт, но с условием, что она похудеет. Яркая и талантливая девушка вовсе не была пышкой, но студию не устраивали ее круглые бедра и по-детски пухленькое лицо. Трагедия заключалась в том, что, к сожалению, психика молодой девушки была хрупкой, и образ тела воспринимался ею в очень искаженном виде. Вера Элен вообще перестала есть в течение дня, только бесконечно пила кофе. Поздно вечером она съедала стейк с овощами. Это был единственный прием пищи. Актриса так панически боялась поправиться, что когда не работала, все время держала ноги в поднятом состоянии, чтобы, не дай бог, не нарастить мышцы. Также она практиковала обертывание и, надев на себя много слоев одежды, шла косить в жару соседскую лужайку в надежде сбросить сколько-то граммов. Во время съемок последних фильмов актриса была так слаба, что вместо привычных 5-6 дублей танцевальных сцен приходилось делать 26. Да, на этих кадрах актриса кажется более-менее здоровой и веселой, но периодически видно, как тяжело ей танцевать и как болезненно она худа. Коллеги и друзья пытались повлиять на нее. Сам великий Фред Астер уговаривал Веру поесть, но, увы, она была больна и никого не слышала. Последней каплей стала страшная трагедия в личной жизни актрисы. Внезапно умерла 3-месячная дочка Веры Элен. Это окончательно сломило артистку. Она стала вести закрытый образ жизни и больше никогда не снималась в кино. Вера Элен умерла в 1981 в возрасте 60 лет. Обладательница самых красивых и самых дорогих в Голливуде ног Сид Через родилась в 1922 году в семье ювелира. Ее настоящее имя – Тула Элис Финкли, а будущий псевдоним Сид – прозвище, которым наградил ее брат, пытавшийся так произнести слово «сис» – сестренка. Родители опасались, что переболевшая полиомиелитом девочка может столкнуться со страшными последствиями болезни, и ради укрепления организма отдали 6-летнюю Тулу на танцы. В 12 она уже занималась у великих педагогов Адольфа Больма и Бронислава Нижинской, бывших артистов Дягилевской антрепризы. А в 14 девочка начала танцевать в труппе русского балета «Монте-Карло» под псевдонимами Фелия Сидорова и Мария Истомина. В ту пору в балете было модно брать русские имена.
Иногда в порядке подработки юной балерине удавалось сняться в массовке для какого-нибудь фильма. Именно на съемочной площадке начался роман 17-летней американки с Нико Черисом, чью фамилию девушка вскоре прославит. Увы, эту любовную историю освещала зарево разгоравшейся в Европе войны, и молодые люди были вынуждены вернуться в США. Длинноногую красавицу сразу заметили в MGM. Подписав контракт, сначала Черис исключительно танцевала в балетных номерах. Но после участия в шоу «Безумство Зигфилда» она начала получать эпизодические роли. В 1948 году карьера оказалась под угрозой. На съемках экзотического танца из фильма «С тобой на острове» Сид упала с декорации и сломала ногу. К счастью, ей удалось восстановиться. В 1951 артистка сыграла главную роль в картине «Дикий север», а потом случился прорыв, превративший Сид в звезду первой величины. Игравшая одну из главных ролей в фильме «Поющие под дождем» Дебби Рейнольдс никогда не училась танцу. Не могла вместе с Джином Келли исполнить финальный балетный фрагмент. Келли предложил Черис стать его партнершей. Роли посыпались на Сид, как из рога изобилия. Критики были к ней благосклонны и писали, что за эти феноменальные ноги можно простить даже шероховатости актерской игры. Эти самые ноги, кстати, были застрахованы на $5 миллионов. Огромная сумма. Когда эпоха мюзиклов начала сходить на нет, Сид, которая всегда оставалась в первую очередь танцовщицей, стала получать все меньше предложений. Иногда актрису все же приглашали в кино и на телевидение. Вместе со вторым мужем Тони Мартином они организовали кабаре-шоу. А в 1989 году Сид ярко дебютировала на Бродвее в роли стареющей балерины в мюзикле «Гранд Отель». Ушла из жизни Сид в 2008 году, прожив 86 лет и оставив после себя 2 сыновей. Люсиль Кольер, будущая Энн Миллер, родилась в 1923 году в Хьюстоне, штат Техас. Отец, ждавший мальчика, упорно называл дочь Джонни. В танцы она пришла, как и многие наши героини, с целью укрепить здоровье. Люсиль страдала от рахита. Когда девочке было 9, ее родители развелись, и мать оказалась в незавидном положении. Неслышащей женщине было крайне трудно найти работу. И тогда Энн, выглядящая старше своих лет, начала танцевать в клубах. В 1936 году 13-летняя девочка снялась в эпизодической роли в образе одной из шоу-герлс в фильме «Болт и Барен». Там ее приметили агенты по поиску талантов, убежденные, что Энн 18. Отец, адвокат по уголовным делам, помог сделать поддельное свидетельство о рождении. Так Энн попала в Голливуд. В 1941 был подписан контракт с Columbia Pictures на съемку в 11 мюзиклах. Правда, решив выйти замуж, девушка контракт потеряла. В 1946 году случилось страшное. В разгар ссоры нетрезвый муж столкнул находящуюся на 9-м месяце беременности Энн с лестницы. Танцовщица сломала спину, из-за чего возникли преждевременные роды. В страшных муках она родила дочку Мэри, но та прожила всего 3 часа. Газеты в то время сообщили, что актриса пострадала в результате автомобильной аварии. Физически Энн удалось восстановиться, но боли в спине еще долго беспокоили ее. И да, к сожалению, детей у Энн больше никогда не было. Уже в 1948 году она подписала новый контракт, на этот раз с MGM. Тогда же Энн впервые станцевала в кадре с Фредом Астером. В большей степени Энн была известна как степистка. В пресс-релизе студия уверяла, что Энн способна отбить 500 дробей в минуту. Но убедиться в справедливости этого утверждения трудно, потому что полы на съемочной площадке не подходили для чечетки. И актерам приходилось буквально переозвучивать свои ноги, исполняя тот же танец на специальном покрытии у микрофона. В любом случае, Энн действительно была очень одаренной артисткой. Даже в свои 60 она танцевала так, как не каждый молодой сможет. Когда киномюзиклы начали терять популярность, Энн ушла на Бродвей и на телевидение. В 1979 она была номинирована на премию Тони за бродвейский мюзикл «Sugar Babies». Последний раз Энн Миллер вышла на сцену в 1998 году, а в 2004 скончалась. Номинантка на «Оскар», обладательница «Золотого глобуса» и премии «Бафта» Лесли Карон родилась в пригороде Парижа, в семье французского химика и франко-американской танцовщицы. Мать уверяла дочь, что балет – ее единственный способ благополучно устроить свою жизнь, найдя состоятельного мужа.
Но, кажется, девочку привлекали в танцах совсем не перспективы удачного замужества. Лесли серьезно относилась к урокам и в какой-то момент смогла стать студенткой Национальной консерватории, после чего получила приглашение в труппу балета Елисейских полей от самого Ролана Пяти. На этой фотографии юная Лесли резвится вместе с еще одной будущей звездой мирового кино – Бриджит Бардо, которая тоже начинала как танцовщица и училась в консерватории. А Бриджит рассказывала в этом видео. Однажды юную Лесли увидел на сцене Джин Келли. В Париж он прибыл с важной миссией – просмотреть молодую актрису-кандидатку на роль в мюзикле «Американец в Париже», чтобы заменить забеременевшую Сид Черис. Актриса Келли не понравилась, а вот молоденькая балерина Лесли произвела на него большое впечатление. И, пойдя фактически против воли студии, он предложил ей роль. Приехав в сытый Лос-Анджелес из послевоенного Парижа, Лесли испытала шок. Казалось, здесь шла совсем другая жизнь. Во время съемок, ослабевшая из-за долгого недоедания, Лесли заболела мононуклеозом. И только благодаря верившему в нее Келли девушке удалось сохранить за собой роль. Продюсеры согласились составить расписание так, чтобы один день Лесли играла, а на другой могла отлежаться. Тогда же балерина подписала 7-летний контракт с MGM. В 1953 за роль в фильме «Лили» Карон получила BAFTA как лучшая иностранная актриса. Ей на тот момент было всего 22 года. В 1955 балерина снялась в 2 фильмах, насыщенных яркими танцевальными сценами «Хрустальная туфелька» и «Длинноногий папочка». Хореографию для второго, кстати, поставил Ролан Пяти, и его труппа участвовала в съемках обоих проектов. Лесли было недостаточно просто танцевать. Она заинтересовалась системой Станиславского, стала изучать теорию и практику актерского мастерства. Также пришлось приложить усилия для того, чтобы научиться петь. Танцовщики втягивают живот и дышат совсем не так, как певцы, поэтому нужно было переучиваться. Лесли повезло сделать неплохую карьеру в кино и на телевидении, хотя были моменты, когда казалось, что все успехи позади. В 1995-м актриса даже предприняла попытку самоубийства, как когда-то ее мать. К счастью, в отличие от матери, Лесли удалось спасти. Сейчас ей 93 года, она живет и здравствует. У Лесли 2 детей и 5 внуков. Вот такие необыкновенные судьбы необыкновенных женщин. Надеюсь, вам интересно было смотреть это видео. Расскажите, пожалуйста, чья история произвела на вас самое сильное впечатление. Мне будет очень интересно почитать комментарии. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.